Здравствуйте, друзья! Сегодня стартует проект «Идея подарка мужчине». На каналах «Жизнь прекрасна» с Ольгой Козулиной, Зульфия Тинана и ассорти с Валентиной. Ссылки на каналы участники будут под видео в описании. У меня много джинсовых лоскутов. Я выкраиваю небольшие фрагменты, прямоугольники, квадраты, разные расцветки. Стараюсь брать и нарезаю вот такие вот фрагменты, детали. И почти все эти детали я буду вышивать на швейной машинке декоративными швами. Вышивать буду на темных тканях, чтобы было хорошо видно рисунок. Вот так вот беру и шью, как вот мне нравится. Так поверну, так поверну. Вот как вам нравится, так и делайте. Из головы рисунки придумываю. Вышиваю определенное количество одним стежком, какое-то количество другим. И рисунки разные, и узор разный получается в итоге. Мне очень интересно, что там шьют девочки, в какой технике, из каких тканей. Пройдите и вы посмотрите на их каналы обязательно. И я тоже пойду смотреть на их каналы, их работы, их подарки мужчине. Поддержите наш проект. Нам очень важно ваше внимание, ваши комментарии, и лайки, и подписки. Вот примерно такие рисунки у меня получаются. Неплохо, я считаю, симпатично. Теперь обрезаем нитки все ненужные. Я делала закрепочки везде, так что вышивка не распустится. Все свои заготовки надо прогладить, потому что они пристежки при вышивке немножко съежились. А теперь берем ткань ненужную. Это у меня какой-то пододеяльник старый, ненужный. И раскладываем свои детали. Какие вышитые, какие не вышитые детальки. И вот так вот методом проб и ошибок, как говорится, раскладываем, как нам нравится. Все детальки накладываем друг на дружку на 5-7 миллиметров, на сантиметр. Делаем нахлест, чтобы наши лоскуты не разбежались никуда. И потом скалываем все это булавочками и прошиваем. Прошивала я темно-серой ниткой, зигзагом. Иголка у меня для джинсы. Номер 90. Вот такое полотно у меня интересное получилось. 2 полотна. Из этих заготовок я буду шить наволочку на подушку для автомобиля. Брутальную подушку для брутального мужчины. Детали я все выровняла. Одну из деталей я с одной стороны с узкой подшила, а на вторую деталь я выкроила клапан, который с одной стороны тоже подшила. И теперь его прикладываем лицом к лицу ко второй детали и пришиваем. Я пришиваю прямой строчкой и потом за следом обрабатываю зигзагом, чтобы ткань не распускалась. А затем складываем 2 детали лицом к лицу. И чтобы клапан был сверху, скалываем и прошиваем с 3 сторон. Делаем закрепки в местах, где будет открываться наш клапан. Я также прошиваю и обрабатываю зигзагом. И в итоге
получилась вот такая брутальная наволочка. С одной стороны у меня функциональный карман. Вот такой с вышивкой. Вышивку я нашила на карман. Иначе бы он смотрелся темным пятном. Вот такой подклад яркий получается. Швы наши все закрыты. Все внутри они оказались. И вот такая передняя часть. У меня здесь больше вышивки, чем пустых деталей. А вот с задней стороны здесь побольше их невышитых деталей. Но та сторона ничем не хуже, чем передняя. Мне очень нравится итог. Посмотрите, как вам идея подарка мужчине. У меня муж рыбак, и я уверена, что он будет доволен таким подарком в автомобиль. Он остается с ночевкой частенько летом на рыбалке, и поэтому такая подушка всегда пригодится в машине. В технике ленивые боры я уже шила сумочку. Ссылку на мастер-класс я оставлю под видео в описании. Пройдите, посмотрите. Тоже интересненькая получилась сумка. Кому понравилось видео, ставьте лайки, напишите комментарии, не скупитесь на свои слова добрые, я надеюсь. Подписывайтесь, кто не подписался, жмите на колокольчик. А я пошла посмотреть на каналы к девочкам, что они там нашили для своих мужчин. Всех с наступающим праздником, всего доброго, крепкого здоровья, счастья. До встречи!